Он взял из приюта самую ненавистную собаку, ту, от которой отказались все. Никто даже не догадывался, чем это закончится. Он вошел в приют под проливным дождем, уставший мужчина с тихим голосом. На вопрос, какого пса он ищет, ответил сразу: самого ненавидимого, того, кого никто не хочет. Сотрудница замерла. Через минуту перед ним вывели немецкого овчара с обломанным ухом и пустым взглядом. Его звали Шэдоу. 3 года в клетке, несколько неудачных попыток пристроить, один из хозяев оказался в больнице. После этого пса перестали показывать людям. Но Фрэнк Салливан все равно подписал документы. Когда дверь клетки открылась, Шэдоу не двигался. Фрэнк присел и тихо сказал: «Я не буду тебя заставлять. Все по твоим правилам». Долгое молчание, и вдруг пес осторожно положил лапу на его руку. Так все началось. Дома Шэдоу был настороженным. Он не ел днем, прятался от звуков, следил за каждым движением. Фрэнк не торопил, просто жил рядом, читал вслух, включал тихую музыку, давал собаке время. Постепенно страх начал отступать. На теле пса Фрэнк заметил старые ожоги и шрамы, следы жестокого обращения. Он понял, Шэдоу не злой, он сломанный. На 7-й день пес сам подошел и снова положил лапу на его руку. С этого момента началось доверие. Шэдоу стал выходить на улицу, реагировать на голос, учиться жить заново. Даже когда ему было страшно, он смотрел на Фрэнка и успокаивался. Однажды к дому пришел полицейский и предупредил: «Этот пес опасен, он кусал людей». Фрэнк ответил спокойно: «Я боюсь не его, я боюсь того, что с ним сделали». Со временем он нашел старый жетон на ошейнике USMCK-9, военный пес. Имя на жетоне оказалось знакомым, бывший сослуживец Фрэнка. Так он понял, Шэдоу когда-то служил. Позже правда раскрылась. Пес принадлежал Майклу Беннету, человеку из прошлого Фрэнка. После трагического случая на службе Шэдоу сочли виновным и списали. Его сломали и выбросили. Когда они встретились снова, пес не зарычал, только замер, будто вспомнил все сразу. Но Фрэнк не отдал его. Он начал помогать Шэдоу восстановиться окончательно. Пес стал увереннее, спокойнее. Они даже начали посещать приюты, показывая другим, что опасные собаки тоже заслуживают шанс. Но однажды все изменилось. Поздним вечером Фрэнк увидел, как кто-то пытается пробраться во двор. Прежде чем он успел что-то сделать, Шэдоу вылетел из темноты и повалил человека на землю, не кусая, а удерживая. Это был Беннет. Он пришел забрать пса. Позже он признался, он винил Шэдоу в гибели брата. Но правда была другой, ошибка была человеческой. Шэдоу оказался невиновен. История быстро разошлась по городу. Одни поддерживали Фрэнка, другие боялись пса. Но Шэдоу уже изменился. Он стал защищать, а не нападать. И однажды он доказал это окончательно. Когда загорелся дом соседки, Шэдоу без колебаний бросился в огонь и вытащил ее наружу. Обгоревший, измученный, но живой. В тот момент все увидели правду. Пес, которого считали опасным, оказался героем. После этого его жизнь изменилась. Люди начали узнавать его, благодарить, писать письма. Он стал символом второго шанса. Даже Беннет однажды подошел и тихо сказал: «Прости, ты был прав. Он не зверь, он солдат». Шэдоу сделал шаг вперед и коснулся его руки. Прошел год. Жизнь стала спокойной. Утренние прогулки, тишина, в которой больше не было страха. Фрэнк смотрел на пса и однажды сказал: «Я думал, это я спас тебя». Он улыбнулся, а оказалось, ты спас меня. И в этом была вся правда.